Всем привет! С вами снова я. И у нас рубрика распаковка посылки. Вот такую вот посылочку я получил. Извините, что не в коробке, но человек, который отправлял, очень плохо запечатал. Плюс, честно скажу, первый раз новая почта подвела. Очень сильно посылка пострадала. Точнее, не так посылка, как упаковка. Но я быстренько на новой почте открыл посылку, визуально глянул, но ничего не распечатывал. И вот теперь давайте мы с вами вместе посмотрим, что я здесь купил. Вообще история какая? Перед стримом, буквально за неделю, у меня навернулся AZ7, моя дека. Я очень сильно распсиховался. Мы очень долго разговаривали с Игорем, с моим подписчиком, какую деку лучше купить. Я присматривался, но денег особо не было. И тут мне, честно говоря, попался вот этот экземпляр. Точнее, вот эти экземпляры. В принципе, попались они мне по низу рынка. Честно говоря, подумал сначала, что мошенники. Потому что как-то цена за 4 компонента Hi-Fi была, ну, какая-то детская. Ну, смешная, как для меня. Ну, я решил рискнуть. Я рискнул, я оформил OLX доставку. Все по доставочке приехало. И вот сейчас мы начнем это дело оборзевать. То есть, что ко мне приехало. Напоминаю, это у нас 4 компонента. Давайте, наверное, начнем с верхних и потом вниз. Значит, комментарии от продавца были такие. Нужны деньги. Срочно. И тем более я смотрел, он даже снизил цену. Я переспросил, работает или нет. Прислали мне фотографии включенного его. Ну, я ничего не могу сказать по этому поводу. Работает он или нет. Но, по крайней мере, на фотографиях все было, как говорится, в ажуре. Но, опять-таки, поет ли? Поет ли данный аппарат? То есть, тут я ничего сказать пока не могу. Вот сейчас мы вместе с вами на все это и посмотрим. Так. Упаковка, в принципе, честно вам скажу, продавцу -1 за упаковку. Сейчас мы это все дело аккуратненько уберем. Так. Итак. Сейчас надо будет убрать упаковку аккуратно. Итак, что я купил? Я прикупил усилитель SU600. И прикупил 470. Это у нас серия, как я их называю, предпоследняя. Потому что у нас последняя серия была, вот это уже зализанные, которые пошли. Это были перед ней эта серия. Это у нас, походу, где-то 90-й год. Что хочу сказать по внешнему виду. По внешнему виду у меня практически нет никаких вопросов. Тут вот небольшая, вот здесь царапка есть, но ничего страшного. У тюнера чуть-чуть вот покоцана мордашка. Что у нас тут сзади? Сзади. А сзади у нас вот так. Вот это у нас все. Даже есть шнурки. Шнурки. Что у нас по производству? Так, Made in Japan усилитель. И тюнер Made Japan. То есть настоящая Япония. Значит, зачем мне нужен усилитель? Мне, честно говоря, не хватает селектора входа. И я искал очень долго предусилитель от Technics, но нигде я предусилитель отдельно не нашел. Так что вот поставлю я, скорее всего, вот этот усилок, сушку. И он будет у меня работать, наверное, как селектор входов. Хотя я не вижу кнопки монитора. Вот, есть тейп-монитор. Все, отлично. Тейп-монитор есть, то есть все нормально. То есть он у меня будет работать на сквозной канал. То есть я не буду трогать громкость, просто буду переключать, то есть то, что мне нужно. Так, это что касается усилителя. Тюнер у нас 470. Честно вам скажу, я не знаю, что это за тюнер. Я вообще вот с этой линейкой, та, которая тут 90-х годов, вот это вот именно, которая еще более-менее квадратная, которая еще с алюминиевыми мордочками. Я с ней не особо знаком. У меня из этой серии есть только 515 Technics, тот, который кассетная дека. Ну что, усилитель тюнер. 2, они чуть-чуть еще холодноватые, прохладные, но пускай они нагреются, и потом мы их включим. Давайте еще 2 компонента посмотрим. Следующие 2 компонента. И один из этих компонентов это именно
та вещь, из-за которой я вообще сделал всю эту покупку. Как я уже говорил, я расстроился за AZ7. Потом я как-нибудь расскажу, что у меня было с AZ7 и как я его победил. Итак, следующие два компонента. Кассетная дека Technics RS-B655. Вот такая вот красотишка. Значит, это без сквозного канала. Эта дека, кажется, со сквозным каналом шла 606 или 605. Поправьте меня. Без сквозного канала, и она двухголовочная. Но я порешал, что мне все-таки нужно попробовать и послушать деки, которые со кварцевой стабилизацией и с прямым приводом. Значит, что по косметике? По косметике я скажу так, 5 с минусом. В идеале, вот здесь вот здесь вот такая маленькая царапка есть, и все, и то, которую я, скорее всего, заполирую. А нижний, значит, это у нас CD. CD 477, ну, от 4 серии, в принципе, ничего такого толкового ожидать-то, в принципе, и не надо. Но, опять-таки, посмотрим, что к чему. Теперь, давайте что, снимем целлофанку, посмотрим, что там у нее сзади. У них, точнее. Итак, CD-шник. Кстати, я сильно удивлен, есть выход на оптику. В меру пыльный, и вот из плохих новостей потерта верхняя крышка. Видать, очень часто его тягали туда-сюда. Но скажу другое, что работоспособность мне неизвестна. Вот мы, когда оно все нагреется, мы это все вместе включим, как я уже говорил, и потом посмотрим. Что вот это такое, реверс, форвард. Не знаю пока, не знаю. Не было у меня вот таких вот сидюков. Но дизайн, честно говоря, дизайн довольно-таки лаконичный. Кассетная дека, Made Japan. И я немножко расстроился. Почему-то я думал, что у этой серии есть прямой вход для CD. Но прямого входа для CD нет. И еще я смотрю на шурупчике, смотрю, что краска на месте, его не вскрывали. Верхняя крышка чуть-чуть в меру поцарапана. Вообще в меру. Вообще, честно вам скажу так, что внешний вид деки меня вполне устраивает. Я бы сказал, очень хорошая. Ну что ж, коллеги, вот он, как говорится, и момент истины настал. Подключил я все к 220. Техника нагрелась, она уже тепленькая. Ну, с Богом, держим пальчики. Ну, давайте начнем с амплифера, с усилителя. Включился. Радует уже. Кассетная дека включилась. CD включился. Тюнер включился. Так. Теперь самое главное, давайте проверим сам усилитель. Ну, давайте начнем, пожалуй, с CD. Что скажет нам CD? По крайней мере, будет ли читать диски. Звук какой-то такой. Прочитал. Ё-моё. Воспроизведение. Так. Здесь у нас CD включено. Ну, с Богом. Пожалуйста. А звука нет. Так, а звука нет, причем звука нет никакого. Так, может быть, я что-то не так подключил. Сейчас я пересмотрю. Ха-ха. Аларчик просто открывался. Тейп-монитор. Усилитель работает. Но диск скачет. Диск скачет, но это еще, как говорится, ни о чем не говорит. То, что он скачет, это можно ему сделать, попытаться, по крайней мере, профилактику сделать и там глянуть. Может, он все-таки... Нет, видите, как он скачет. Скачет. Ну что, тюнер. Ага, тюнер что-то шипит. Как он тут тюнен? Вот так, наверное. Ну тут же нет у меня антенны. То есть тюнер мы не посмотрим, но, по крайней мере, он шипит. Давайте самое интересное, это у нас кассетная дека. Ну, что? Я вас там еще не занукал, я надеюсь.
Начнем с кассетной дейки. Перемотки. Работает. Только почему-то на плей стал. Сразу. Ага, стал на плей. Я понял, почему стал на плей. Так. Ага, она воспроизводит. Это что-то я здесь калибровал. Но почему... все. Все нормально. Перемотка работает. Перемотка тоже работает. Ну, звук, правда, какой-то. Может, я еще не привык. Ну, я вам скажу так. Наверное, что-то с кнопками, видите? Ну, это разбирать надо будет, кнопки почистить. Ага. И что-то тишина. Давайте обратную сторону. Ага. Так, значит, деку под профилактику. И опять-таки под профилактику кнопки. Но кнопки-то не страшно. В принципе, что у нас... ох ты, видите, как на стоп нажимаю, а перемотка в обратную сторону срабатывает. Так, что у нас еще? Dolby C, Dolby B, MPX фильтр можно включить, ну это понятно. А PRS, насколько я помню, это автоматическая система записи или что-то в этом роде. Так, у нас здесь есть ручной ток подмагничивания. Да, кнопки, видите, как плохо у нас срабатывают. Плохо у нас срабатывают кнопки, но больше всего, знаете, что мне нравится? Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, у этой деки как. Вот у нас одно табло, да? И где она тут, эта кнопочка? Вот. Видите? Меняет значение индикаторов. То есть так от минус 30, а если вот так нажимаем, от минус 7. Минус 7, минус 6, минус 5. И можно более тонко подстраивать уровень. Ну, а что я хочу сказать вообще в заключение? В заключение я хочу сказать, что покупкой я доволен. Очень доволен. Деку я прекрасно понимал, что на профилактику. Хорошая эта дека или нет, я пока не знаю, но она мне нравится. Вот, что, когда сделаю профилактику деки, тогда уже сделаю новое видео. Еще хочу сказать, что из этой же серии у меня есть 515 моделька. Вот сейчас я поставлю ее, посмотрите, как она все дело будет вместе смотреть. Вот так это все дело смотрится. С 515 декой, с двухкассетной. Вот она двухкассетная, это все у нас одни года, одно богатство. Вот такая вот получилась мини-стоечка у меня. Ну что ж, на этом я буду заканчивать свое видео. Вот такое у меня получилась покупка. Судить вам, хорошая она или нет, я пока точно не знаю. Но у меня пока есть вопросы, конечно, к усилителю. Как-то звук что-то мне совсем не понравился. Но это его еще нужно там покрутить, повертеть. На этом все. Мира, добра. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Нет войне. Пока-пока.